Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. И сегодня мы расскажем вам о распаковке, установке и запуске робота на термопласт-автомат. Но перед этим не забудьте, пожалуйста, сделать два хороших действия для нас и для вас. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Итак, Андрей, расскажи, пожалуйста, что же за робот за нашей спиной и как прошла его установка? У нас робот пятиосевой. Установка его прошла с некоторыми трудностями, но в целом все прошло успешно, он работает. Какие особенности вот у этого робота? Почему он пятиосевой? Что он делает? Какой вообще у него функционал? Функционал у данного робота – это съем изделия и в дальнейшем транспортировка этого изделия на конвейер с переворотом на 180 градусов, чтобы в данном случае банки клались на конвейер дном вниз. А расскажи, пожалуйста, какие вообще бывают роботы? Ну вот виды, есть же несколько видов, такую общую информацию. Ну, есть роботы полностью сервоприводные. Есть еще высокоскоростные для скоростного литья созданные. Бывают еще пневматические роботы, то есть там нету моторов, а движение все происходит за счет цилиндров. И еще есть гибридные роботы, то есть это смесь такая, что какая-то ось там будет с мотором, другая будет пневматическая. Но вы устанавливали конкретно серворобота, Да, правильно? у нас конкретно серворобот. В 2023 году от производства, которое занимается медицинскими изделиями, к нам поступил запрос на автоматизацию извлечения контейнера для анализов на ТПА «Энгель». Задача стояла следующая. Снять контейнеры из пуансона и установить их на новый конвейер, именно дном вниз, для того, чтобы впоследствии продукция следовала на линию скрутки этих банок-контейнеров и крышек. Линия скрутки уже имелась, поэтому нужно было предусмотреть совместимость нового конвейера со старым. Для проведения необходимых замеров ТПА, пресс-форм старого конвейера и линии скрутки наш инженерно-конструкторский состав отправился на производство. Также нам предоставили уже имеющиеся схемы, чертежи и 3D-модели. Собрав всю информацию, мы приступили к решению задачи. После того, как к нам поступили подобранные под необходимые параметры серворобот, конвейер и универсальная оснастка для возможности извлечения продукции из 3 пресс-форм разных производителей, наши инженера отправились на производство для проведения пусконаладочных работ. После распаковки всей оснастки из фанерных ящиков мы совершили обвязку робота стропами и в дальнейшем переместили его на ТПА «Энгель» с помощью кран-балки. В процессе сборки и установки робота-конвейера было выявлено 2 небольшие проблемы. Завод-изготовитель забыл предусмотреть стык-переход между новым и старым конвейером на станке скручивания банок и крышек и высоту старого конвейера, которая оказалась ниже, чем надеялись китайские товарищи. Из-за этого пришлось опустить новый конвейер, при этом вертикальной оси робота стало недостаточно на 7 см. После сведения между собой высот 2 конвейеров манипулятор стал скидывать продукцию на новый конвейер с высоты 7 см. Первая проблема была решена благодаря глубокой мысли наших инженеров. Они изготовили переходную пластину с направляющей планкой, после чего контейнеры стали перемещаться с нового конвейера на ранее существующий. Для решения второй проблемы завод-изготовитель оперативно выслал посылку с удлиненными 10-сантиметровыми металлическими вставками, которые мы нарастили на вертикальную ось руки робота и компенсировали это расстояние.
Все остались довольны, проблемы были решены. Автоматизация производства помогла клиенту сократить цикл, что увеличило производительность продукции, снизило расходы, а также исключило ошибки ручного труда. Что улучшится? То есть для чего нужна вообще автоматизация? Почему у людей есть такой запрос? Ну, в данном случае более стабильная работа будет и увеличится производительность, так как не будет нужда в операторе работать, потому что роботу не надо отдыхать, так сказать, делать перерывы, он постоянно будет работать и работать. Вот смотри, Андрей, чаще всего встречаются пневмороботы или сервороботы. Вот в чем конкретно преимущество сервороботов? То есть в чем они лучше, точнее? Ну, преимущество, в первую очередь, это точность позиционирования, то есть у него нет никаких перебегов, так как на пневматическом они бывают. Во-вторых, более расширенный функционал тех функций, которые может выполнять серворобот. Надеемся, что это видео было вам полезно. С вами был Пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!